И снова здравствуйте! Сегодня, как и обещала, пойдет речь о втачивании рукава. О тех моментах, на которые я обращаю внимание для того, чтобы сделать это как можно быстрее, корректнее и не было никаких перекосов. Я сделала небольшой пробник из простой макетной ткани, вязь, тонкая, плохо поддающаяся сутюжке. Прибавка к рукаву у меня составляет 5 см к обхвату руки. АК длиннее проймы примерно на 6 сантиметров получается, для того, чтобы вот эта часть руки чувствовала себя комфортно. Итак, вот мое изделие. Пройма с припусками. Все достаточно классически. Перед чуть глубже, чем спинка вырезан. По факту у меня здесь даже не обозначены припуски. Стандартный вариант изделия. Вот мой рукав. Я сметала шов, вернее, стачала, конечно, на машинке. Ничего необычного, просто шов. Что я сделала за кадром, кроме обработки края, чтобы он не сильно сыпался. По припуску. По припуску я проложила двойную строчку, как это обычно и делается. В готовых изделиях я обычно это убираю. Убираю припуски поменьше, делаю, и потом это все обрабатываю, например, на оверлоке. То есть эти нитки у меня обычно как вспомогательные. Можно сейчас увидеть такой достаточно классический вариант рукава, когда эта часть более глубокая, эта часть немножко в бок лучше поднимается. Так вот, зная мою длину проймы и длину оката, насколько он превышает, я понимаю, насколько мне надо уменьшить длину оката. Прокладываю строчку я не совсем от начала до начала, но это не играет роли. Главное, чтобы те участки, которые должны быть припосажены, они имели эту двойную строчку. Я уменьшаю, стягивая нитки, длину оката, без разбора на участке, просто длину оката делаю равной длине проймы. Если взять мой окат, причем, обратите внимание, лучше длину замерять не по краю, а по тому месту, где должна быть строчка проходить. Даже если вот так примерно разложить в прямую линию окат, взять изделие, можно увидеть схожесть этих отрезков. То есть нам теперь надо, когда длины равны, распределить припосадку, уже зафиксировав здесь узелки, чтобы длина не менялась. Зафиксирую узелки, длина не меняется, и теперь можно распределять посадку тем образом, который нам поможет правильно, корректно втачать рукав. Рукав должен располагаться так, вот как он сейчас лежит на столе. В пройме он должен располагаться. Все его линии вертикальные должны быть между собой параллельны при втаченном виде, во втаченном виде. Они должны абсолютно параллельно также идти вниз. Потому что любое изменение направления, мы вот его выкраивали вертикально, мы его рисовали вертикальным исполнением.
Мы для себя его чертили. Это не тот рукав, который был в прошлом ролике, потому что это немножко другая база. Итак, мы его чертили вот в таком виде. То есть мы предполагаем, что именно в таком виде он и должен располагаться в нашем изделии. У нас слева и справа пройма. И мы в соответствии всех линий начертили для этого расположения проймы. Мы предполагаем, что высота оката немножко отличается от вертикали проймы в собранном виде. Когда мы надеваем изделие, то плоскость проймы для объемности уменьшается. Она будет чуть меньше рукава. Поэтому, прибрав рукав вниз, мы немножко вертикально вниз смещаем все вот эти линии. Вертикально вниз. Для получения объема. Но между собой все остается также параллельно. И поэтому все линии должны спускаться вниз параллельно. То же самое абсолютно и с горизонтальными линиями. Они должны быть все горизонтальны пройме. Мы можем спустить вниз параллельно линии, но они не спускаются на какое-то разное количество миллиметров, сантиметров, чтобы их не перекашивало. В прошлом ролике я немножко не рассказала о таких моментах, как когда мы строим окатную линию, мы для себя должны понимать разницу длины оката над длиной проймы. И мы должны эту линию соотносить, структуру, плавность, прямолинейность, либо округленность линии должны соотносить с плечом, с желаемым образом и с проймой. Когда у нас есть округлости, то если рядом расположен достаточно прямолинейный участок, эта округлость превышает по высоте расстояние до линии проймы, глубины линии проймы. И так как линии поднимаются параллельно от одной и той же линии, то близко расположенные участки разной высоты означают округлость, напуск, объемность. Но, кроме всего прочего, это еще и округлый участок длиннее, чем прямолинейный участок. Поэтому, если у вас нет принципиального разницы в том, чуть скруглить или спрямить, но у вас есть понимание, что вам надо как-то изменить длину, то в зависимости от того, надо вам уменьшить длину или увеличить, надо и рисовать линию. Если мы понимаем, что прямолинейный участок, он короче, чем округлый, то при необходимости уменьшить длину для более простой при посадке надо выбирать спрямленные участки. Итак, если у меня стоял вопрос уменьшения длины, потому что у меня здесь и так 6 сантиметров разницы, это немного, это нормально. Хуже, когда 0 при посадке, когда припосаживать нечего. Или сантиметра 2 всего. Это хуже. Ну и 10, конечно, тоже делать не стоит. Если нет необходимости объемности. Так вот, прямолинейные участки, они помогают сократить линию. Даже если в нескольких местах вы сократите по 5 мм, 3-5 мм, это уже может помочь. Вот здесь участок, он не прямолинейный, он близкий к прямолинейному. И вот если у меня пройма
достаточно спрямленные на вертикали, на подъеме, то и линии я стараюсь делать прямолинейными. Для того, чтобы они повторяли контур, чтобы вот в этом месте не было объемов напуска, наплыва. Мне это не надо. Достаточно того, что здесь линия вертикальная по пройме, а здесь она диагональная. Как мы понимаем, от одной и той же линии по горизонтали до другой линии по горизонтали, вот где они сходятся, короче, линия вертикальная, чем диагональная. И поэтому спрямленная диагональная линия уже имеет необходимую припосадку. Возможность для припосадки, необходимость при посадке. Так же, как и здесь. Да, я соотношу между собой необходимость свести в одну линию контрольные участки. Поэтому от широкого к узкому линия идет под углом. Но насколько она прямолинейная или криволинейная, зависит от контура вашей проймы и ваших пожеланий по напуску, по объемности. Здесь же, когда у нас изделие втачивается, когда изделие имеет объемность, мы понимаем некоторую округлость. Переход с горизонтальной линии на вертикальную линию округлостью для смягчения углов. Поэтому здесь, конечно же, будет для повтора контура проймы округлость. Пройма всегда имеет округлость, но эта окружность, она меньшего диаметра, чем вот эта окружность. Всегда от центра окружность увеличивается по длине. Значит, это длиннее окружность. Но желательно, уменьшая отсюда, увеличивая сюда, все-таки делать над окружностью проймы окружность оката достаточно параллельно, без скачков по высоте. Тогда будет плавнее, проще втачать рукав в изделие. Насколько превысить окружность, тоже по вашему желанию, но все-таки она сама выкладывается, исходя из длины, на которую окат превышает пройму, из того, где у нас находятся контрольные точки, 1,5 см без припосадки, ширина по руке, округлость, повторяющая пройму. Чем более высокую, округлую, объемную линию вы сделаете, тем более угловато объемный напуск будет. Чем прямолинейнее меньше, тем короче длина, ближе к линии проймы плеча будет изделие. Этим можно играть и смотреть, что и как надо. Но, повторюсь, все это должно прямолинейно, параллельно вниз располагаться. И поэтому мы понимаем, что контрольные точки у нас чуть выше здесь расположены, чем по пройме. Мы, строя рукав, задавали чуть выше эти точки, чуть шире и выше. Совмещать мы их будем чуть-чуть сместив вниз. Если на изделии обозначены контрольные точки по примыканию руки к телу по переду, по спинке, перед. Рукав, насколько я помню, где-то здесь он даже должно быть. Рукав расположен чуть выше, чем контрольная точка. Также и со спинкой. Прикладываю к припуску. Это у меня припуски. Контрольная точка рукава по уровню чуть выше контрольной точки по пройме, по изделию. Соответственно, я в принципе могу совмещать эти моменты. Но я знаю, что у меня лишь вот до этих мест
Это на глаз видно, где она еще горизонтальна, а здесь она уже поднимается. Лишь вот до этих мест идет нулевая припосадка. Здесь она уже начинается, она здесь уже есть, но она очень маленькая, совсем минимальная. Основная припосадка это там, где линия внешняя контура больше максимально, чем линия проймы, то есть на округлых местах. Прямая линия, она меньше разницу дает, округлая больше. Так вот, здесь, где наибольшая окружность, будет большая припосадка. Но суть в том, что вот здесь у меня плечо, как у всех, у большинства людей, сужается относительно линии низа. И поэтому, несмотря на то, что здесь линия более прямая, чем здесь, идет разница уже с телом, а не с шириной изделия. Поэтому здесь будет припосадка еще больше. То есть здесь минимальная, здесь она уже присутствует, здесь она большая. Здесь она наибольшая, только исходя из того, что мы должны плавно свести линию, создать окружность, но при этом на руке, на плече здесь идет сужение. То есть разница максимальная просто уже физически с телом. И здесь, вот в этом месте, припосадка будет наибольшей для того, чтобы образовать некоторый колпачок, крышечку, ну, нос ботинка. Вот если посмотреть на ботинок любой, на обувь, есть нос. И вот эта вот окружность, объемность наверху на плече, она создается как раз-таки вот этой разностью объема оката над объемом по телу. И для того, чтобы плавно сойти на руку, создается эта объемность. Поэтому, наметив контрольные точки, без припосадки, обозначив контрольные места на рукаве и на изделии, можно совместить эти места уже для себя как подсказку на рукавах. Рассказываю гораздо дольше, чем это делать на самом деле. В привычку войдет делать это уже автоматически. Совмещая центр по 1,5 см без припосадки, объемность, контрольные точки. Дальше уже, зная, что разница есть здесь, достаточно большая, разница есть вот в этих участках, мы будем перемещать снизу вверх эту разницу так, чтобы она дала нужное направление линий на рукаве. Совмещаю пройму. Я знаю на глаз, где у меня здесь линии проймы. До момента вот подъема, когда она еще не пошла на подъем. Чуть больше у меня припуск вот в этом месте оставлен, но я уже срезать не стала, оставила как есть. И так это не мешает. Центр рукава обозначен. По 1,5 см вот тоже обозначено. Прямого участка, вернее без припосадки. Он повторяет контур как есть, просто не припосаживается. Вот эти места именно сколько есть, столько есть.
Вот отметка на изделии. Если вы так получится, что вам показалось, что вы где-то в миллиметр другой ошиблись в переносе контрольных точек, это вообще не играет роли. Это лишь наметки. Почему? Да просто потому, что с одной стороны, я, конечно, не показываю сейчас такие моменты, как укрепить пройму для того, чтобы не растянуть ее в процессе обработки. Да, надо сутюжить пройму вот здесь, если вам это необходимо по модели. Надо обработать пройму, чтобы она не увеличилась при примерках, при прокладывании строчек. Я этого сейчас не показываю просто потому, что не в этом сегодня состоит суть. Я не шью готовые изделия. Вы видите, насколько лохматушки и прочее здесь есть. Это все только для показывания самого принципа. В процессе вы поймете, что у вас, возможно, надо сместить на миллиметр другой. Ничего страшного. Абсолютно, потому что главное, как ведет себя рукав. Как в данном случае будет расположен рукав. Насколько красиво, насколько это все будет так, как надо. Итак, я совместила 1,5 сантиметра центр с центра по 1,5 сантиметра нижнюю часть контрольной точки. На что надо обращать внимание, самое главное. Рукав должен вниз располагаться ровной, параллельными всеми линиями трубой, о чем я уже много раз говорила. Просто вот берем в любую сторону, поднимаем, опускаем, без перекосов, без чего бы то ни было. И на протяжении всего прикалывания рукава к изделию он должен располагаться вниз, без складок, без перекосов. Итак, изделие, когда мы смотрим, оно должно, рукав, спускаться четко вниз, параллельно, без перекосов. Рукав сам должен от своего центра к швам располагаться горизонтальными линиями. Несмотря на то, что припуск припосаживается, он, конечно, за собой припосаживает сам край, но все равно все изделие должно ровными горизонтальными линиями идти. Спина равна окату по спинке. Как бы я никуда не делала линии, я четко понимаю, что у меня вот здесь кверху, к центру максимальная посадка. Для меня проще всегда снизу вверх поднимать. Здесь должна быть минимальная посадка. Снизу идет минимальная посадка. Здесь она идет максимальная. Не должно быть складочек. Равномерность означает отсутствие складок, перепадов больших, но пальцами, когда мы вкалываем иглу, не надо ничего куда сдвигать, но иметь возможность уплощения, если мы, вкалывая иглу, чувствуем, что здесь плоско, складочек не будет. Так вот, здесь у нас должна быть лодочка, нос ботиночка. Мы с ботинка, когда смотрим, когда образуется вот такая вот объемность, это правильно. Здесь будет напуск, объемность над плечом. Этот край одеваю на локоть, чтобы он не перетягивал изделие. Здесь подставляю руку, шарик согнутый,
И смотрю, будет ли у меня здесь наполненность. Смотрю на само изделие. У меня вот эти части, они еще не прикреплены. Смотрю на вертикальный шов изделия, боковой. Он должен вертикально вниз спускаться. Здесь у меня на руке ровненько шов. И вертикально вниз. То есть поддергиваю изделие так, чтобы оно ровненько висело вниз. Спускалось вниз. И вот смотрю на рукавчик. Объемчик должен быть без складочек. Само изделие вот здесь, подставить руку можно для объемности, тоже должно спускаться вниз. Вот оно. У меня пальцы только вот здесь сейчас. Вот, спускается вниз, без складок, без перекосов. С любого положения, как ни смотрю, складок, перекосов нет. Начну со спинки. Здесь у меня больше морщинок сверху, перекосов, складочек. Здесь побольше объемности. Здесь совсем минимально. Но подставляю для понимания размера пройму и смотрю, придерживая руками. Складочки, они должны идти к центру изделия горизонтально. Не должно быть ни сюда, никак вот эти места не должны никак задвигать изделие в бок. Смотрю на отсутствие перекосов. Вкалываю резину, иголочку, смотря, чтобы здесь у меня было все плоско. Беру другую, тут осталось-то уже совсем чуть-чуть. Не должно быть очевидных каких-то складочек. Но концентрация большая здесь. То есть, по сути, сейчас просто под рукой не должно быть. Вот мой шовчик будущий. Так, здесь мало. Пройму вообще на ощупь делаю. На глаз уже понимаю свой припуск. По рукаву только отмечен припуск. Строчка эта может даже неровно идти, которая присбаривает. Вот смотрю на этот участок, располагая его. Рукавчик. Перекосов нет. Вверх, вниз куда-то. Смотрю здесь. Концентрация большая, но что-то здесь вот складочки какие-то. Чуть-чуть подровняю, чтобы поменьше было складочек. Так называемая равномерность. Но все равно здесь должно образовываться вот. Самое главное, чтобы здесь была такая полукружье, объемность. Плоско, значит можно втыкать. Чуть-чуть пройма ускакала. Тяну пройму. Если шов у изделия потом выворачивать на рукав, то все эти складочки, объемности, несколько слоев ткани дадут опору, поддержку. Конечно, сейчас есть некоторые, как складочки, это того, что все-таки булавки, припуски. Я смотрю на руке. Объемность. Ничего никуда не убегает.
ровненько висит. Вот. Даже просто кладу. Перекосов нет. Влево, вправо, вверх, вниз. Сейчас также сделаю с передом. Контролирую пройму. Минимально здесь, максимально идет сюда на объемность. Пальцами плоско. Складочек нет. Шов никуда не перетягивает основную ткань. Все-таки шов это ткань для крепления, а основная ткань, которую мы смотрим. Поэтому положение шва должно быть таким, чтобы оно не влияло на основную ткань. Если кого-то смущает, казалось, вот это место, могу подправить. Чтобы не говорили, что я за кадром что-то сделала. Такая абсолютно прочно, плоско. Все-таки это макет. Ну или вот так. Подкладываю пальчики, чтобы вот как у меня будет сформировано со швом вместе. Вот он висит, у него перекосов здесь нет. Вешаю другой край на локоть опять. Поддерживаю центральную часть, смотрю на боковой шов, чтобы он вертикально был вниз, и смотрю на свой рукав. Сверху объемность напуск, с боков можно вот так подставить руку для объемности. Вот он спускается, никаких у него заломов, перекосов туда-сюда. Конечно, надо будет отгладить, надо сначала, конечно, на машинку. Так что сейчас покажу сначала, как это выглядит. Так что вот так получается, что у нас некоторая вот объемность. Рукава есть. Никаких перекосов. Вот он как лежит. Сколько его не бросаю, не поднимаю, не поправляю. Лежит ровно в своей пройме. И лежит ровненько. Вот боковая часть. Вот боковая часть. Итак, еще раз. Все изделие спускается вниз вертикально, без перекосов по длине. Просто параллельно вниз. Припуски припосаживаются от минимального к округлому. Вверх для создания здесь колпачка, мыс ботинка, кому какой образ будет удобней. Без складочек равномерно, от минимального к максимальному. Все-таки здесь мы делали припуск по высоте оката для того, чтобы сделать наполненность. Вот этот вот самый
маленький перекатик. Причем, обратите внимание, это тонкая бязь. Сухая, жесткая. Но просто именно наличие вот этих вот складочек при посадке, вот этих вот складочек, второго слоя от основного самого изделия, когда это выгнуто вот сюда, причем сейчас даже это не заглажено, это просто выгнуто, оно дает вот этот небольшой перекат. Вот этот небольшой перекат. Вот эти все складочки припосаженные не должны во время при посадке изделия, рукава к изделию, перетягивать явно куда-то ткань от центра. Горизонтальные линии идут горизонтально, вертикальные все параллельно вертикально. Во время притачивания смотрим на изделие. То оно должно вниз параллельно, без складок, без перекосов каких-то спускаться по длине при посадке. Значит, просто вот трубой вниз. Ровная труба. Диаметром 33 сантиметра. Вот и все. Сейчас я это изделие примерю. Вот этот рукав абсолютно по такому же моменту прибран. Вот уже на машинку. Вот она, вот эта шапочка, колпачок, мыс ботинка, мысочек. Вот он создается исключительно уже просто сам по себе по ткани. Никаких подокатников, ничего, если ничего не обрабатывала, просто вот как есть на машинку выложила и все. В общем, здесь я даже еще не убирала, по-моему, эту строчку. Как видите, все оставила вот как есть. Вот она, эта строчка двойная идущая. Вот рукав. Как я не кладу, он не жмется никуда, его не тянет. Все линии параллельны, они свободны, как задумано. Поэтому с ними все хорошо. Сейчас померяю. Покажу, как это выглядит. Один на булавках, один на машинку собранный. Какие могут быть дефекты, чтобы сразу их показать? Ну, например, отвожу руку назад. Вот такие складки, которые говорят о том, что вот отсюда до этой точки что-то неправильно с объемом рукава относительно руки. Видите, рукав здесь прилегает, сзади прилегает и весь оттопыривается. Он не торчит вверх, ему не хватает для этого длины, ширины. Он так весь натянут по ширине, насколько мог, он сюда вскочил. Дальше его не хватает. То есть я немножко отвожу руку вперед, и сразу это исчезает, натянутость. Это обычная футболка, у которой вся свобода, все выточки заложены в пройму. Но по спине мы видим вот эти вот предательские складки. То есть и вперед рукав повернуть хочется, и, возможно, это помогло бы, а возможно, просто я немножко изменилась. Видите, вперед хочется повернуть рукавчик, чтобы он лучше располагался. Очевидный дефект, который не стоит потраченного времени на то, чтобы самим делать изделие. Один рукав у меня получается втачен на машинке, один рукав мы с вами только что собрали, он пока еще на булавках. Не отглажено, без какой-то там сутюшки, без чего-то. Исключительно собран на булавках. Хочу еще добавить, что есть такое мнение в интернете, если у макета не собраны складки на талию, то он может иметь видимое нарушение баланса, сдергиваться вверх или вниз.
считаю это абсолютно неправильным. Если баланс правильный у изделия, то в любом состоянии он будет правильно, корректно держать изделие. Как бы мы ни дергали руками вверх, вниз, в стороны, все остается на своих местах. Как я уже сказала, макет мой до талии. Итак, давайте посмотрим, как выглядит рукав, втаченный на машинке, на булавках. Называется «Найдите разницу». Как, в принципе, это может выглядеть, когда это, как я считаю, корректно. Это рукав на булавках. Свобода здесь 5 сантиметров, как хват руки. Видите, не очень широкий, но совсем не узкий. Никаких перекосов в свободном расположении руки. Здесь есть небольшая объемность. Мне сейчас рука отведена в сторону. Эта небольшая объемность нужна для того, чтобы здесь точка расположена на одном расстоянии, здесь полнота руки. Для того, чтобы это не смотрелось очень контрастным переход, вот эта наполненность, шапочка, колпачок, как угодно, они и нужны для того, чтобы сгладить этот переход. Так что эта наполненность, она нужна больше для некоторой активности движения, чтобы скрашивать натянутость руки в движениях. Как бы я рукой не двигала, я не поправляю рукав. Он расположен абсолютно вертикально. Когда рука прижата к телу, вот здесь никакого объема свободы облегания нет. Вот здесь есть со всех остальных 3 сторон. Сзади также есть объемность. Когда окат короткий, рукав вздергивается, ему не хватает длины, и он собирает ее там, где он может. Снизу его ничего не держит, поэтому он спокойно вздергивает сюда, куда ему надо. И, как вы видите, вся свобода облегания только поверх руки, в этом месте, когда короткий окат. Ни спереди, ни сзади оката свободы нет. В спокойном же состоянии линия горизонтальная и свобода со всех сторон. Вот я подергаю рукой во все стороны, спокойно возвращаю, ничего не отдергиваю. Свобода со всех сторон. Нет нигде никаких натянутостей, складок, перекосов, которые бы говорили, что надо рукав вперед или назад, или еще куда-то вздернуть. При этом рукав всего лишь на булавках. То есть вот эта некоторая объемность, которая вот, как дракончик, просто из-за того, что собрана на булавке. Так рукав абсолютно равномерно располагается вокруг руки. Никакой излишней объемности, домиков, перекосов, которые мы хотели вперед или назад. Вот ничего не одергиваю. Рукав абсолютно спокойно расположен вокруг руки. Свобода и здесь, и здесь, и сзади. Со всех сторон. По длине они разные. Это не влияет на положение. Повторюсь, некоторая наполненность чуть-чуть нужна для более плавного перехода
на объемность и на то, чтобы спокойнее переходила вот эта округлость руки. Рукав не острый, он округлый, но никакой дополнительно большой объемности здесь нет. Пройма не увеличена ни спереди, ни сзади за счет нагрудных выточек или плечевой по спине. Выточка закрыта в плече. Выточка нагрудная присутствует в положенном месте, полностью закрытая. В данном макете у меня свобода облегания 2,5 см, но к обхвату груди второму. Он больше, чем обхват груди третий. Вернее, к полуобхвату, конечно же. Поэтому изделие не выглядит слишком узким или большим. Свобода, которая есть, из-за того, что абсолютно не закрыты выточки талиевые. Ни спереди, ни сзади. Ничего нет. Исключительно 1 сантиметр отвода по талии сделан. Обычные боковые швы. Вот смотрите, как я руками не дергаю во все стороны. Изделие как расположено? Спереди, сзади на одной линии. Так и расположено. Повторюсь, ткань сухая, макетная, вязь. Видите, я даже специально ничего не гладила, не улучшала, ни при посадке, ни заутюживания ничего не было. Как сейчас прибрали на булавке, так все и осталось. Вертикально вниз спускается, без складок, заломов, быстрым способом втачивания. По-моему, рукав смотрится достаточно округлым, без лишней наполненности. Никаких подплечников, подокатников. Для тонкой летней блузки считаю, что платье абсолютно нормально. Здесь, очевидно, есть некоторая свобода. Еще хочу добавить, что для данного макета, но таким достаточно объемным, он смотрится из-за того, что к минимальной прибавке 2,5, не 3, но к полуобхвату груди второму, прибавка распределена 80% в пройму, 20% к спинке. К груди я здесь ничего не добавляла. То есть к ширине полочки не добавлена свобода облегания, потому что при дыхании грудная клетка расширяется и спереди, и сбоку. Здесь особых объемов мне не нужно. Тема по рукавам достаточно обширная, еще очень много есть чего обсудить. Но надеюсь, что окатная часть все-таки разобрана по косточкам, поднашевным, вточном, классическом рукаве. И вы сможете гораздо проще обращаться с ними. Если есть вопросы и комментарии, конечно же, задавайте, будем обсуждать. До скорых новых встреч!